Всех приветствую на моем канале. Сегодня мы будем вязать свитер регланом сверху. И модель это мужская. Этот свитер я связала в подарок для своего мужа. Сейчас вам сюда поставлю фотографии. Мужу он очень понравился, сидит очень хорошо. Но если вы даже не хотите вязать мужчинам, вам этот мастер-класс все равно будет полезный. Потому что здесь будут разобраны основные элементы. Например, как связать красивую горловину-стоечку. Как сделать вот такое вот ложное кетлевание. Как вязать реглан именно с круглой горловиной, а не с угловатой. Как красиво выполнить росток без отверстий. Как вшить замочек в вязаное изделие. Как рассчитать длину регланной линии. Как красиво выполнить подрезы без дырочек. Как связать убавления в рукаве. Как их рассчитать, чтобы ширина рукава оказалась такой, какой мы ее запланировали. Еще вам расскажу вот про такую резиночку, которая сама она как резинка, растяжимая, но при этом она сильно не стягивает полотно. То есть у нас нет вот такого стянутого края. Это особо актуально, допустим, в каких-то оверсайзах или, например, в мужских моделях. То есть вот видите, тоже по низу у нас идет эта резиночка, но она практически не стягивает основное наше полотно. Ну и, конечно, основной узор этого свитера в том, в чем заключается вся его красота, это норвежский или скандинавский узор, олени, снежинки. Узор этот в двух техниках выполнен, то есть вот этот вот ряд снежинок по верху и вот по низу выполнен жаккардом, а сам олень это вышивка по петлям. Сейчас вам покажу изнаночную сторону. Не стала я вязать оленей жаккардом, потому что очень огромные протяжки. Вот видите, от снежинок вот они протяжки есть. А от оленей получались просто огромные. И в итоге вот это сам белый фон становился с голубым оттенком. Узор как-то был корявый, немножко стянулся. Я в итоге решила не выполнять его жаккардом, а именно вышить. Не бойтесь, это не затратнее, чем сам жаккард, наоборот, даже проще, то есть не нужно там следить за натяжением нити, не нужно их менять, то есть связали белое полотно и потом синей ниточкой все вышили. Я вам расскажу, как избежать количества хвостов ровно в 2 раза, как их аккуратно спрятать. На моем канале, кстати, есть мастер-класс о том, как переходить на новый моток пряжи без узлов, как красиво прятать хвостики. Я вам сюда вот в верхний правый угол добавлю ссылку. И в описании под видео тоже будет ссылочка. Можете перейти посмотреть. Схема это моя. Я ее из разных схем составила в одно. Еще одна особенность того, что вы не сможете любой жаккардовый узор вышить по петлям, потому что имеется разная плотность вязания. Жаккардовый узор, он получается более вытянутый. И если вы жаккардовый узор начнете вышивать по петлям, то у вас узор вот так вот съежится. И он как бы будет более короткий и более растянутый. Я когда вязала образцы, вот сейчас вам показываю. С левой стороны у меня жаккард, с правой вышивка по петлям. И одна и та же схема, посмотрите, как смотрится. То есть жаккард, вышитый по петлям, выглядит таким несуразным, и олень такой не очень красивый, поэтому обязательно нужна корректировка. Я долго подбирала этот узор, поэтому схема вот этого узора будет платная, стоит она совсем недорого, всего лишь $1. Но если вы приобретете, вам уже не придется ничего рассчитывать, перерасчитывать, то есть вы видите готовый узор, и к тому же там будет не просто схема, а именно вот весь олень будет. Каждая клеточка, которую нужно вышить, будет пронумерована в соответствии с этим номером, вы будете вышивать. То есть ни о чем уже заботиться, думать не надо, и у вас не получится так, что вы, допустим, вышили, а нужно было еще зайти вот за этой снежиночкой, ее вышить, и сейчас нужно отдельно отрывать нити, а это дополнительные хвосты. То есть все ровным полотном вышьем, не забыв ни одну клеточку. Поэтому, если будете приобретать схему, ссылочку на мой магазин на площадке Etsy я оставлю в описании под видео и закреплю в первом комментарии. Вы просто заходите в этот магазин и в один клик скачиваете схему к себе. И можете распечатать и спокойненько вышивать. В этом мастер-классе я вам покажу, как вязать жаккард по кругу и при этом без ступеньки. Очень простой метод. Стык рядов на этом свитере идет по центру переда. И вы видите, вот эти вот снежинки, они не имеют перебивки узора.
Очень простой метод. Дальше уже покажу, расскажу, как можно заменить наперсток для вязания, если у вас его нет. Будет такой небольшой лайфхак. Тоже расскажу, как красиво закрыть резиночку, чтобы все было растяжимое. Потому что мужчины такие привередливые в этом смысле. У них должно быть все свободно, ничего не должно быть стянуто. Очень красивый край получается у резинки, легко растяжимый, хорошо держит форму. И, как я уже сказала, сама резиночка не стягивает сильно полотно, чтобы манжет вот так не прилип к нашему запястью. Вообще, мастер-класс по этому свитеру получился достаточно объемным. Очень много информации, поэтому я его разбила на части, чтобы не затянуть мастер-класс длиною в 2-3 часа. Сегодня мы с вами снимем все мерки и построим выкройку. А со следующих частей уже приступим к вязанию. Вязать будем регланом сверху. Начинаем с воротника, сложной кетлевочки и с ростка. Это будет следующая часть, этому посвящена. По пряже вязала я этот свитер из пряжи Vita Brilliant в 2 сложения. Ушло у меня 450 граммов белого цвета и 350 синего цвета. По стирке, что касается, синий цвет линяет, то есть поэтому и вообще, когда у вас вещи связаны вот таким образом из 2 контрастных пряж, лучше эту вещь не замачивать. То есть, если вы собрались стирать такой свитер, сразу же налили холодненькой водички, добавили моющее средство, сразу же его побулькали, постирали. И ни в коем случае не оставляем лежать в этой воде, потому что синий цвет, он окрашивает воду. Она была у меня голубая. И если вы оставите в такой воде свитер, у вас обязательно на белом появятся разводы. Поэтому ни в коем случае не замачивайте, быстренько выстирали и убираем. Сушить в горизонтальном состоянии. После сушки вещь я отпариваю, потому что этот узор позволяет нам это делать. Особенно вышивка по петлям. Она кажется, что стоит колом, становится жесткой, но после того, как вы отутюжите узор, он выровняется, станет мягким, то есть не будет заметно, что в местах вышивки, то есть вот здесь, вот где сам олень, у нас более толстое полотно какое-то стоячее. Вот видите, я трогаю, он легко абсолютно драпируется, и он будет ровным и аккуратным. Именно после того, как вы постираете свитер, и через ткань утюгом с паром все нужно отпарить. Так, давайте переходить уже к снятию мерок и построению выкройки. Обязательная мерка: обхват груди, обхват плеча или бицепса именно при согнутом локтевом суставе, обхват шеи, длина руки от шеи до косточки на запястье, то есть вот буквально вот оно, это расстояние отмечено до вот этой вот косточки на запястье. И обхват самого запястья также будет необходим. Исходя из этих мерок мы будем выполнять расчеты. Чтобы определить длину регланной линии, ее мы измеряем по спинке. Она будет равна 4 части от обхвата груди. То есть в моем случае это 25 сантиметров. Дальше обхват горловины свитера мы рассчитываем, исходя из обхвата шеи, добавляя 5 сантиметров на свободу облегания. В моем случае 42 сантиметра обхват горловины. Обхват самой тушки свитера, то есть после того, как мы свяжем все регланные прибавления, необходимо рассчитать также из обхвата груди, добавив 10 сантиметров на свободу облегания. Обхват рукава свитера возле запястья, это обхват нашего запястья, плюс 13 сантиметров. Получаю, что 28 сантиметров у меня должен быть рукав в области запястья. Ну и сама длина рукава свитера, я ее измеряю прямо от самой горловины и до начала вывязывания манжета. Как я уже сказала, это длина рукава, как мы ее снимаем, эту мерку, у меня 64 сантиметра. И еще здесь я не отметила, нам нужен будет обязательно подрез у рукавов свитера. И подрез рассчитывается также из обхвата плеча или бицепса в согнутом состоянии. И длина подреза будет равна 4 части вот этого вот расстояния. То есть в моем случае это примерно 8-9 сантиметров. Сам процесс вязания начнем уже со следующей части. Вязать будем регланом сверху. Начнем с воротника.
Поэтому подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующую часть. Если будете вязать этот свитер вместе со мной, нажимайте лайк, пишите ваше мнение в комментариях. До скорых встреч, всем пока-пока!